Добрый день, друзья! Где-то месяц назад я записывал один ролик о лайфхаках, о всяких фишках автомобилей группы ВАГ. В частности, там джеты, гольфы, пассаты, таураны, некоторые модели Audi, Шкоды, некоторые модели. То есть данные лайфхаки и фишки были в автомобилях разной группы. Так вот, то есть в комментариях там начали писать, что вот реально полезные фишки. Я это видео и в соцсетях выкладывал, где-то ВКонтакте, в Инстаграме. И писали, что очень реально полезные факты. И я в том видео говорил, что есть еще фишки. Если вам понравились, пишите комментарии. Я сниму еще более полную версию. Так вот, это будет видео как раз более полная версия разных фишек, лайфхаках автомобилей группы ВАГ. Показывать я буду на примере моего автомобиля, Volkswagen Jetta 5-го поколения, 2006 года. Довольно старый автомобиль, но довольно-таки интересный автомобиль. Здесь очень много всего интересного. Но в данном видео я расскажу не только о своем автомобиле, но расскажу некоторые фишки. Даже если их нет у меня, я расскажу, как они выглядят в другом автомобиле, как они работают, что они из себя представляют. Все, погнали, смотрим видео. И начну я, пожалуй, с такой особенностью автомобиля группы ВАГ, что здесь практически в любой магнитоле есть такая функция. Называется она гала. Что это такое? То есть это взаимосвязь громкости магнитолы со скоростью. То есть вы можете настроить чувствительность. Настраивается она вот здесь. Setup, нажимаем гала. Вот у меня стоит девяточка, вы можете выбрать. У меня стоит максимум. Что это такое? Чем быстрее вы, чем больше у вас скорость, тем громче играет ваша магнитола. Если как только вы притормаживаете где-то на светофоре или просто сбрасываете скорость, автоматически скорость магнитолы будет уменьшаться. Для чего это сделано? Вы набираете скорость, ваши шины, сцепление с дорогой, плохая шумоизоляция в автомобиле, то есть в салоне становится хорошо слышен шум езды. Для этого программно увеличивается звук музыки, который играет в салоне, чтобы заглушить все это. При торможении, чтобы вам звук не давил на уши, на голову, он автоматически уменьшается. На самом деле очень удобная функция, то есть я пользуюсь постоянно, совершенно забываю про эту крутелку, что она есть. Я поставил громкость в автомобиле и все, и никогда не трогаю. Я разгоняю, хочется громче сделать, автоматически делается громче. Я притормаживаю на светофоре, не хочется, чтобы музыка так громко играла, нужно быть более сосредоточиться как-то. Ответственный момент все-таки. И музыка автоматически уменьшается, громкость. Очень удобно, поэтому заходите, настраивайте, пользуйтесь. По умолчанию, наверное, стоит там, наверное, может, пятерка или вообще выключена. То есть я ставлю на девятку, очень удобная функция. Также еще по магнитоле есть еще одна функция здесь. Также, ну, по крайней мере, в моей магнитоле она есть. Меню Setup есть функция On Wall. Что это за функция? Здесь также можно сделать плюс-минус. Что за функция? Вы слушали очень громко музыку. Там на, не знаю... Один раз увидеть. Там на 20, на 30, на 40 поставили громкость. Затем вы просто заглушили автомобиль, и по сути ваша магнитола запомнила последнюю громкость. И в следующий раз, когда вы утром придете сонные, такие невыспанные, и заведете свой автомобиль, у вас громкость автоматически будет почти на максимум стоять, точно так же, как вы пользовались до того, как вы заглушили автомобиль свой. Так вот, эта функция ограничивает максимальную громкость. То есть даже если у вас там стояло 40, а у вас ограничение стоит десяточка, то есть когда вы в следующий раз включите магнитолу, громкость будет не 40, а 10. То есть и у вас не будет никакого шока с утра, у вас будет хорошее настроение, вы включите музыку на комфортную громкость. Поэтому тоже очень удобная функция. Настраивайте. У меня стоит десяточка, там 15 поставил. И очень удобно. То есть не будет лишнего стресса с утра. Здесь также есть функция RDS Rec. Но эта функция что-то связано с дорожной обстановкой. Какое-то срочное сообщение будет по радиоволне передаваться. Но, я так понял, в Беларуси это не работает. Не знаю, как в России, поэтому я об этом ничего говорить не буду. Просто мы эту функцию пропускаем. Она у меня отключена. Так, ну и раз мы рассмотрели функции магнитолы, давайте спустимся немного ниже.
расскажу, что можно делать здесь. Какие есть функции, что здесь можно полезного почерпнуть в районе климатроника. Есть такая вещь, как адаптация заслонок. Для чего она нужна? Очень часто такая встречается фишка в автомобилях, которым уже там лет 5-10 и больше. Начинаются непонятные скрипы, писки в районе торпеды, под рулем, в районе бардачка. И непонятно, что такое. Это изнашиваются такие электродвигатели небольшие, которые открывают, закрывают заслонки. Со временем они стираются и начинают неправильно работать. То есть вы можете выставить здесь, там, например, 18 градусов, а по факту вам будет выдавать все 26. Либо наоборот, ставите 25, а будет дуть холодом. То есть для этого предусмотрена адаптация. Чтобы ее запустить, нужно одновременно нажать Econ плюс обдув на себя. Нажимаем, и вот мы видим, что пошла адаптация. Как проходит адаптация? По очереди открываются, закрываются. Вот я могу услышать сейчас, что открываются, закрываются все заслонки. Автоматически они регулируются. Ну, это будет происходить секунд 20. В итоге, как бы, не всегда помогает, скажу, смотря как у вас изношены эти моторчики. Иногда их нужно доставать, разбирать, чистить, ставить обратно. А если все запущено, то их надо менять. Вот, адаптация закончена, ну просто все пропало. Можно теперь посмотреть ошибки. Смотрите, здесь можно в климатронике проверить ошибки. Для этого нужно нажать Econ и рециркуляция одновременно и подержать. У меня написано, вот это значит, что 0 ошибок. То есть у меня нет ошибок по климатронику. Что-то могут за ошибки быть. Ошибки вот по этим электродвижкам, которые я говорил, заслонки, которые открывают, закрывают. Если они изнашиваются, то здесь тоже можете увидеть ошибку. Эти ошибки расшифровываются. Есть в интернете расшифровка, я прикреплю ссылку в комментариях, вы найдете по ошибкам. Здесь можно увидеть ошибки по датчикам температуры, которые стоят. Ну, и... Ну, что-то кое-что еще. Я прикреплю, в общем, ссылку. Вы по ссылке можете увидеть себя. Зажать, если есть ошибки какие-то. Вы по той ссылке, которую я прикреплю, сможете расшифровать ошибки. Ну, и не будем дальше отходить. Что еще касается климатроника. Здесь вот на этих экранчиках можно увидеть различные параметры различных датчиков, которые стоят в автомобиле. То есть показания датчиков температуры различных, показания спидометра и многое другое. Я тоже прикреплю ссылку, вы сможете это все увидеть. Как это запускается? Econ и обдув наверх. Нажимаем. И просто расскажу что-то из известного. Вот, например, здесь вы слева крутите канал, выбираете первый, и второй крутелкой выбираете канал второй. Например, что-то из известного. 19.0 это скорость в километры в час. 19.1 это скорость в мили в час. 19.2 это температура охлаждающей жидкости, то есть температура нашего радиатора. У меня сейчас 54. Я не так давно приехал, поэтому температура еще не упала. 19.3 это количество оборотов. Ну, машина заглушена у меня сейчас, поэтому опять же таки 0. 19.4 по-моему, это скорость вентилятора кондиционера. Количество оборот показывает. 22. И здесь какие-то версии ПО указываются. Я ссылку вам прикреплю, вы можете посмотреть. А 24 это... Нет, 24 это какие-то версии ПО, а 22 здесь, по-моему, время работы двигателя там в минутах, в секундах, а время заведенного автомобиля, время, по-моему, общее, сколько двигатель проработал. Ну, я точно не помню, я тоже ссылку вам прикреплю, по ссылке вы можете все увидеть. Разные тут 15, 14, 13, здесь разные датчики температуры. То есть в автомобиле установлено датчиков температуры, наверное, именно только минимум, наверное, 4-5 штук. Там в бампере, в салоне, в переднем, в заднем бампере. То есть и все эти датчики, параметры вы можете увидеть не только температуры, но и много других разных датчиков. Здесь, смотрите, очень много каналов разных. Все это можно полистать, посмотреть.
В общем, интересно здесь разобраться. Выходим также из этого режима по кнопке Icon. Также, если вдруг кто-то не разобрался, если у вас кнопка есть Dual, то у вас, значит, двойной климат-контроль. То есть вы можете его включить и на водительской стороне установить одну температуру, а на сиденье пассажира, то есть на пассажира, чтобы дул совсем другой воздух, можно теплый, холодный. И то есть вот так машина делится пополам. Там будет дуть теплый воздух, здесь у меня будет дуть холодный воздух. На самом деле очень удобная опция. Если недавно купили автомобиль и не знали, пользуйтесь на здоровье. Посмотрим, что еще можно посмотреть в панели приборов. Если у вас нет бортового компьютера, или даже он есть, но нет, например, кнопки у вас переключения разных режимов здесь на приборке, есть память у данных автомобилей, сколько вы проехали уже километров или сколько дней проехали после ТО. Для этого нужно при включенном зажигании зажать кнопку сброса километража и долго подержать. Вот, смотрите, у меня написано 8000, то есть до следующего ТО у меня осталось 8000 километров. Отпускаю кнопку, либо 342 дня. То есть, что из этого первее наступит, тогда на экране у меня загорится значок, ключ, что значит, либо будет написано сервис, если у вас более новая приборка, значит, вам пора уже поменять масло, там фильтры и разные и прочее другое, что вы обычно делаете при ТО. Но она выскочит у вас, если вы сбросили ТО, когда в прошлый раз меняли масло и другие расходники, вы сбросили ТО, тогда у вас спустя определенный километраж выскочит эта ошибка. То есть по умолчанию ставится 15 тысяч, ну, по крайней мере, в моем автомобиле было 15 тысяч, но я с помощью Ваккома изменил на 10 тысяч, так как считаю, что лучше, как бы машина уже старая, то есть лучше чаще менять, проходить масло, менять масло, проходить ТО. Теперь посмотрим, как сбросить ТО. Теперь как сбросить ТО? Обязательно сразу выключаем зажигание, зажимаем кнопку сброса километража, поворачиваем ключ зажигания. У меня получилось одной рукой даже. Затем отпускаем и один раз нажимаем кнопку МИН. Я нажимать не буду, потому что сбросится километраж. Мне он не нужно сбрасывать. Нажимаем МИН. Панель меняется немножко и выключаете зажигание. То есть все, ТО сброшено. Вы можете потом зайти, проверить ТО, сколько осталось. У вас будет, скорее всего, написано 15 тысяч и 300, по-моему, 356 дней, или 365 дней, наверное, будет написано, то есть год. Ну, смотря, что у вас в вашем автомобиле залито в ИБУ. И если у вас приборка такая же, как у меня, более старого образца, и не показывается расход топлива, то я в начале ролика показывал вот эту фишку LM327. С помощью ее можно смотреть расход топлива в вашем автомобиле. Просто вставляете в OBD2, устанавливаете себе приложение. Там, в принципе, приложений очень много. Все, телефончик повесили сюда. И то есть у вас всегда расход перед вами. То есть очень удобная вещь. Еще одна интересная особенность. Я когда купил свой автомобиль, он немножко грязный, не смотрите, не обращайте внимания. Я долгое время ездил, не знал, есть ли у меня вообще омыватель фар. Потом я такое узнал. Если вообще у вас есть вот такие вот прямоугольнички, квадратики, значит омыватель фар у вас есть. И он, вероятнее всего, работает, если не накрылся никакой предохранитель. Просто его работа как бы особо незаметна. То есть как он работает? По-моему, по умолчанию, то есть на 3-ю либо на 5-ю секунду использования стеклоочистителя, то есть когда вы нажимаете полить стеклоомывайкой ваше лобовое стекло, срабатывает омыватель фар.
он открывается, распыляет на фары стеклоочистительную жидкость и сразу же закрывается. То есть, в принципе, поэтому, когда вы сидите за рулем, вы, в принципе, не можете увидеть его работу. То есть, на скорости, когда вы едете на большой, можно слышать, что срабатывает дополнительный тумблер и распыляется водичка на фары. То есть, это можно заметить на скорости. Когда вы стоите, вы этого не увидите. Просто небольшая особенность, когда у вас открыт капот, вы не сможете воспользоваться стеклоочистителем. То есть ваши щетки просто не будут двигаться, и стеклоомывающая жидкость также не будет распыляться. Еще один лайфхак. Смотрите, иногда наступает такое время, что нужно заменить щетки стеклоочистителя. Но так устроена конструкция многих автомобилей, что они спрятаны. То есть вы не можете просто поднять и заменить. Для этого есть специальный сервисный режим стеклоочистителя. Показываю. Для этого нужно включить зажигание, выключить зажигание и один раз вниз щелкнуть правым рычажком. И щетки застают вот в таком верхнем положении. В таком положении вы можете заменить ваши щетки. Можно их полностью снять в таком положении, открутить, заменить, покрасить, на место поставить. И затем, чтобы их обратно поставить, вы вообще можете просто начать движение. Они автоматически опустятся вниз. Либо надо опять же включить зажигание и опять нажать рычажок вниз. Они возвращаются на то же место. В моем, кстати, автомобиле Jetta 5-го поколения, они вот не утапливаются полностью туда, то есть я их вижу. Но как только я начну движение, они еще на сантиметров 5 опустятся вниз туда, то есть в сам низ. То есть я отсюда вообще их не вижу. Сейчас я вот вижу, с телефоном снимаю. Когда я начну движение, я их вообще не буду видеть. Они прячутся полностью под капот. Что очень удобно. Дает еще больше пространства водителю. Не мешает, не закрывает лобовое стекло. Это очень удобно на самом деле. Теперь немного по бензобаку. Особенность такая, вот эта кнопка не работает, когда вы едете. То есть на скорости, если вы едете, по-моему, больше 10-15 км в час, вы не сможете открыть бензобак. Сейчас я его могу открыть. Это еще один будет лайфхак. Откручиваем крышку нашего бензобака. Смотрите, здесь есть вот такие вот небольшие прорези. Они нужны не для этого, чтобы вот так у вас болталось, а нужны они вот для этого. То есть вы так повесили, пошли, заправились, вернулись, пробка не болтается, не царапает, лак не отбивает. На место поставили, закрутили. И поехали дальше. Пройдемся немного по подогреву. Смотрите, если у вас в автомобиле есть вот такой значок, то у вас есть подогрев зеркал. Как он работает? Чтобы его включить, нужно регулировку зеркал повернуть просто вверх. Автоматически при заводке двигателя запускается обогрев зеркал. Работает он 10 или 15 минут, как настроено у вас в компьютере. И затем он отключается автоматически. То есть растопил лед или высушил воду и автоматически выключился. Как можно проверить, работает он или нет? После секунд 15-20 после того, как вы включите, можете просто потрогать ваше зеркало. Если оно теплое, оно будет реально теплым, то есть теплее тепла вашего рук, то есть градусов 40, 45, 50. Если оно теплое, значит работает. Также во многих автомобилях группы УАК вот эти форсунки стеклоочистителя, они с подогревом. Принцип подогрева, в принципе, разный. То есть надо смотреть инструкцию к автомобилю. То есть в некоторых автомобилях при отрицательной температуре, это 4 градуса ниже, он автоматически включается всегда и размораживает обледенелость на самой форсунке. То есть на некоторых автомобилях он включается вместе с подогревом заднего стекла. И то также работает 10-15 минут и выключается. А еще немножко о стеклоочистителях.
Также просто видел вопросы задают ребята, что за рычажок такой. Это скорость работы дворников. То есть вы ставите в первое положение ваш дворник, рычаг переключения дворников, и выбираете скорость. Вот это будет самое медленно, то есть это будет раз там в секунд 15, и максимально, то есть это будет примерно каждую секунду. Туда-сюда, туда-сюда. То есть так можно отрегулировать. А еще одна особенность, когда вы даже включите максимум, либо во второе положение, когда вы останавливаетесь где-то на светофор или приостанавливаетесь, дворники автоматически начинают работать медленнее. Не знаю, замечали вы или нет. Да, просто в этом нет необходимости, чтобы работать быстро дворником, так как когда машина стоит, дождь не так сильно попадает на стекло, не так его много, поэтому нет необходимости в том, чтобы дворники работали в холостую. Еще одна особенность автомобилей группы ВАГ. У некоторых есть в бардачке кондиционер. Регулируется вот этой крутелочкой. Плюс-минус выставляете. И всегда у вас в бардачке будет прохладно. То есть можно кинуть сюда баночку колы, пепси, фанты. И она будет всегда холодной. Здесь есть специальное отверстие. Там подключен шланжик от кондиционера, и всегда здесь охлаждается у вас. Проверить его в открытом положении нельзя, так как бардачок с тем шлангом соединяется только в закрытом положении. То есть так вы не проверите, здесь не будет поступать сюда много холодного воздуха, возможно немножко. Но как только вы закрываете, у вас там все обдувается. Здесь также в бардачке можно отключить подушку безопасности пассажира. То есть взять ключом своим. Здесь не зря квадратное, прямоугольное отверстие для отверточки или для ключа. Поворачиваем в положение OFF. И все, в принципе, подушка отключена. Здесь вы увидите соответствующее предупреждение, что подушка безопасности пассажира отключена. Здесь загорится у вас OFF. Будет гореть, у меня оранжевым горит. Еще один лайфхак автомобиля группы ВАГ. Возможно, вы никогда не замечали, в чем особенность у вас зеркала заднего вида. То есть во многих автомобилях зеркало заднего вида устанавливается обычное. То есть вот этим переключателем просто смещается изображение, и вас не слепит сзади едущий автомобиль. Вот в принципе точно так же, как произошло сейчас у меня. Но в чем особенность? Возможно, у вас не будет такого зеркала, но особенность моего автомобиля, когда в темное время суток я вот этот рычажок поворачиваю, у меня картинка не меняется. То есть сейчас я вижу подушки, заднее сиденье вижу, но в вечернее время я не вижу этих подушек. В вечернее время рычажок я повернул, у меня картинка не меняется. Я вижу сзади, вижу тот же автомобиль, который едет за мной, слепит меня, но он меня уже не слепит. То есть картинка просто тонируется. То есть я его также вижу, но меня фары уже не слепят. Все просто затемняется, и я автомобиль точно так же вижу. Это очень удобно. То есть я вижу, что сзади из меня едет автомобиль. Я как водитель должен знать это, но он меня не слепит. Фишка еще одна. Если у вас брелок такого образца, вы можете открывать окна автомобиля, подержав на кнопку открытия дверей. То есть вы подходите к автомобилю, заранее хотите, чтобы автомобиль проветрился, еще сдалека можете нажать и подержать, и проветрить автомобиль еще заранее. Точно так же можно, уходя, например, в магазин или куда-нибудь домой, закрыть стекла. Если подержать среднюю кнопку, нарисован там багажник, открывается багажник. Ну и еще один лайфхак, связан с багажником автомобиля. Если у вас есть вот такой крючок, смотрите, что можно с ним делать. Приподнимаете его и цепляете сюда. То есть у вас открывается прямой доступ к запаске, не нужно ничего держать. Можете достать инструмент, запаску, сделать то, что вы намеревались сделать, и точно так же опустить. То есть очень удобная вещь. Такой вещи я не видел ни в каких автомобилях, только вот в своем Volkswagen увидел. Очень интересная вещь, очень приятная вещь.
Вот эти две крутелочки у меня они находятся слева от руля. Это первое, это яркость приборки именно, то есть регулируется яркость. А вторая это корректор фар электрический. Вы не сразу можете понять, что он рабочий у вас, особенно если автомобиль старый, потому что я проездил на пару месяцев, потом понял, что он только рабочий. Почему? Потому что он не реагировал на кручение. На самом деле он реагирует, но очень медленно. То есть вы можете увидеть его работу, ну, если явно так, то можете подъехать вплотную к стене и его покрутить. Вы увидите, что фары очень медленно, но поднимаются или опускаются вверх. Просто на трассе это заметить тяжело. Если у вас в автомобиле есть такая кнопка ASR OFF или ESP OFF, значит у вас можно данными клавишами отключать данные функции. А что такое ASR? ASR это функция, которая помогает вам не засесть где-то, не забуксовать. То есть дословно это антипробуксовочная система. То есть если где-то вы на плохом покрытии дорожном начинаете буксовать, данная система автоматически блокирует пробуксовочное колесо. То есть то колесо, которое оно буксует, проворачивается, оно его немножко прижимает, чтобы оно не проворачивалось, что позволяет вам выехать из любой ямы, из любого, в принципе, плохого покрытия. Также данная система блокирует резкий разгон. То есть вы не сможете со старта нормально шлифануть. Потому что, опять же, таки колеса начнут проворачиваться, она вам не даст резко разогнаться. То есть сам компьютер будет ограничивать ваш тахометр, не будет подниматься выше 3000, там, ну, ориентировочно. То есть компьютер будет автоматически душить ваш движок, чтобы он не проворачивал колеса. Поэтому, если хотите нормально стартануть или засечь разгон там до сотни, вам нужно эту функцию изначально отключить. На приборке у вас появится значок. Вот такой значок: машинка и кривая дорога. Ну и тогда, в принципе, можете уже шлифовать и делать, что хотите. Данная кнопка блокирует стеклоподъемники пассажиров сзади. То есть, когда у вас здесь включена кнопка, пассажир сзади не сможет открыть самостоятельно на кнопку у себя стеклоподъемник. То есть своего рода такая безопасность для ваших детей, чтобы ребенок не открыл, ничего не уронил, сам не выпал. Volkswagen заботится о безопасности. Ну и в принципе на сегодня это все, наверное, фишки, лайфхаки, которые знал я в автомобилях группы ВАГ, который изучил на своем автомобиле, на других автомобилях. Если что-то из этого вы не знали, что-то вам понравилось, вам это пригодится в жизни, ставьте лайк, подписку, пишите в комментариях спасибо, мне будет приятно за небольшую проделанную работу. Участвуйте в розыгрыше, которое было в начале видео, я рассказывал, и вы можете выиграть ELM327, диагностический адаптер для своего автомобиля, очень полезная вещь. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик, чтобы не пропустить новое видео интересное. На этом все. Спасибо всем. До свидания.